Яков Михайлович Свердлов ушел из жизни рано. Возможно, именно поэтому с его жизнью и смертью связано много загадок истории. Одна из таких – это несгораемый сейф, который от чего-то долго никто не трогал. Только в 1935 году чекисты заинтересовались предметом, вскрыли сейф, а Генрих Ягода подготовил для Сталина служебную записку. Обо всем поговорим по порядку. Много про отца рассказывал Андрей Свердлов. Однажды, когда в Германии ликвидировали Карла Липкнехта, маленький сын спросил у Якова Свердлова о том, может ли подобное повториться в России с самим Яковом Михайловичем. Свердлов не хотел думать о плохом, не хотел, чтобы сын волновался, поэтому он сказал, что переживать не надо. Даже если такое и случится, то от него к Андрею перейдет богатое наследство в виде честного и славного имени революционера. Между тем Андрей видел, что у родителей были не только возвышенные ценности, но и вполне материальные. То есть не совсем так, там история более интересная. Андрей знал, что мать хранит в ящике стола драгоценные камни. У Клавдии Новгородцевой действительно подобное было, но Андрей не придавал этому серьезного значения. Все же родители жили относительно скромно, поэтому мальчик предполагал, что это все фальшивки, которые нужны для каких-то революционных дел. Об этом Свердлов-младший рассказывал Борису Бажанову, который написал в частности книгу «Я был секретарем Сталина». В дальнейшем тоже можно опираться на показания Бажанова и Андрея Свердлова. По сути, это одно и то же, потому что второй много рассказал первому, а первый записал позже. Драгоценные камни, между тем, были самыми настоящими. Про алмазный фонд Политбюро есть интересная и очень красивая история, но мне кажется, что там многое выдумано. Суть такова. В 1919 году большевики вполне могли сдать свои позиции. В таком случае им бы пришлось уезжать из России. Лидеры коммунистов заранее якобы все продумали и создали алмазный фонд Политбюро, а ответственным за него назначили Свердлова. В принципе, версия не противоречит тому, как в дальнейшем развивались события. Я говорю про 1935 год, про то время, когда Ягода подготовил записку. В ней было указано, что обнаружили в сейфе, которым пользовался Свердлов. Евгений Гусляров в книге «Ленин в жизни» указывал, что сейф изначально хотели открыть в 1919 году, якобы не смогли найти ключ и бросили это дело. Согласитесь, странная история. Сейф, в котором хранились драгоценные камни, не стали вскрывать. Затерялся ключ, ну и ладно, забудем. Наверное, если бы большевики были в курсе, что лежит в ящике, то они бы нашли специалистов и вскрыли бы сейф. Но о нем как-то забыли на 16 лет. Очень странная история. Отгадки у меня нет. Я не знаю, почему так все сложилось. Перейдем уже к 1935 году. Подчиненные Ягоды сдаваться в плен не стали. Они нашли способ вскрыть сейф. И там обнаружили очень много интересного. Что именно? Это все перечислил Ягода в своей записке, направленной Сталину. Мы можем опираться на информацию Николая Зеньковича, вожди и сподвижники. Автор все перечислил. 108 525 рублей царскими золотыми монетами. Кредитные билеты на 705 тысяч рублей. 705 ювелирных изделий. Кроме того, в сейфе были чистые царские паспорта, а также документы, оформленные на имя Свердлова. То есть, выживи Яков Михайлович, если бы дела пошли плохо, он бы вполне мог уехать за границу или даже остаться в России с поддельным паспортом и кучей денег. Наверное, он копил не только для себя. Интересно другое. Откуда все эти деньги и драгоценности? Где Свердлов их взял? Допустим, копил вместе с товарищами, а у тех откуда взялись деньги? Есть несколько версий. Первая версия заключается в том, что это было все изъято у царской семьи. После того, как Романовых расстреляли, к Ленину и Свердлову приезжали некоторые из палачей. Якобы они привезли в центр драгоценности и деньги. Вполне может быть и так. Есть и другая версия, еще более интересная. Якобы Яков Михайлович брал взятки с родственников тех, кто сидел в застенках ВЧК. Тоже довольно логичная версия. За это Свердлова никто бы не осудил, ведь он действовал в интересах партии, а взять с буржуев денег – это милое дело. Как было на самом деле, сложно сказать. Факт в том, что Андрей Яковлевич мог стать очень богатым человеком, но он был слишком юн, чтобы понимать, как обстояли дела с его отцом. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.